Военный маневр в центре Тихого океана впервые в новейшей истории устроил ВМФ России. 21 июня наш Тихоокеанский флот задействовал в учениях до 20 кораблей и столько же летательных аппаратов. Кстати, обратите внимание на дату маневров. Накануне Дня памяти и скорби, когда наш народ поминает тех, кто погиб в результате вероломного нападения западных партнеров на СССР. Россия уже давно превратилась в страну-кораблеколонку, усиленно модернизируя отечественный флот и расстраивая этим геополитических противников. Однако военные корабли спускают на воду не для того, чтобы они ржавели у причальной стенки, как принято в незалежной Евроукрии. Российские моряки постоянно тренируются в обстановке близкой к боевой, чтобы в случае нападения на нашу страну быть готовыми дать отпор агрессору. Вне зависимости от того, нападет такой агрессор из фактически оккупированного войсками США и Евросоюза или с другой, восточной стороны. Боевые корабли Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят учения в центральной части Тихого океана, сообщили в Минобороны. Маневры проходят в районе, расположенном в 2500 миль юго-восточнее Курильских островов. Как шутят наши ехидные сограждане, 2500 миль юго-восточнее Курил – это же почти на Гавайях. В общем, очевидно, что речь идет о тех просторах Тихого океана, которые США длительное время считали зоной исключительно своих интересов. Теперь там летают российские ракеты и морская авиация, а также курсируют военные корабли. В учениях задействовали до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. В них, в частности, участвует флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Циденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также подводная лодка. Помимо этого, к маневрам привлекли противолодочные самолеты морской авиации Ту-142М3, совершившие 14-часовой полет общей дальностью 10 тысяч километров. Всего в учениях заняты 12 летательных аппаратов. Кроме Ту, это противолодочные самолеты Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты К-27. Примечательна и программа маневров. Отечественная Минобороны, в общем-то, не особо скрывает, кого тренируются отправлять на дно океана наши моряки. Корабли и самолеты уже отработали несколько задач. В частности, уничтожение авианосной ударной группы условного противника. Также они нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам врага. Какое откровенно враждебное России государство рассекает волны Тихого океана своими авианосными ударными группами? Вариант единственный – США. Еще авианосные группы есть и у заклятых британских партнеров, и у французов, но те в Тихий океан не суются. А с ударными темпами, создающими авианосцы китайцами, мы же не враждуем. Причем очень показательно, что описанные маневры стартовали 21 июня, то есть накануне самой трагической даты отечественной истории, когда мы поминаем всех, кто заплатил жизнями за победу над гитлеризмом. Сейчас гитлеризм фактически реабилитировали на территориях незалежных лимитрофов, усердно прислуживающих США. В Прибалтике проводят марши ветеранов СС, в Киеве недавно хоронили эсэсовца при участии военнослужащих президентского полка. На Украине бывшего члена Организации украинских националистов и дивизии СС «Галичина», обе организации запрещены в России, Ореста Васкула, похоронили с президентскими почестями. И это не речевой оборот. В церемонии прощания принял участие почетный караул президентского полка имени Богдана Хмельницкого. На фоне откровенного возрождения нацизма под патронатом Госдепа учения Тихоокеанского флота в зоне американских геополитических интересов как бы намекают утерявшим всякую связь с реальностью вашингтонским ястребам. Россия не допустит повторения трагедии 22 июня 1941 года. Средства для этого в наличии есть. В конце мая СМИ писали о тревоге, которую вызвало в США обнаружение присутствия иностранного подводного дрона. Предположительно, российского аппарата «Посейдон», способного вызвать цунами посредством подводного ядерного взрыва и смыть прибрежные американские города. В общем, добро пожаловать в многополярный мир Америка, привыкшая двигать свои войска к чужим границам, но не привыкшая к военным учениям других государств у границ самих США. Россия вернулась в большую геополитическую игру и продолжает наращивать свой вес. Причем долларовый печатный станок, врубленный на полную мощность, не помогает американцам сократить появившееся отставание вооружения, несмотря на то, что их военные затраты сравнимы с российскими и китайскими вместе взятыми.
Совместные затраты России и Китая на оборону превзошли военный бюджет США, заявил председатель комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли. Этой причиной сенатор Джим Инхоф объяснил необходимость увеличения военного финансирования в Соединенных Штатах. По его словам, при подсчете бюджетов стоит учитывать покупательную способность валют. В итоге выходит, что КНР тратит на армию 604 миллиарда долларов, а Россия около 200 миллиардов долларов. Куда увеличивать-то? США в 2020 году и так 778 миллиардов на оборону истратили. Но это не помогло. Все равно американцы так и не смогли разработать прорывное оружие. А Россия смогла. И гиперзвуковые ракеты вполне могут быть задействованы в следующих маневрах Тихоокеанского флота возле каких-нибудь Гавайев. С чем я всех нас и поздравляю, уважаемые сограждане. Тихий океан наш.